Всем привет! Канал Энергия Человека, я ведущий Крутый Сергей. Сегодня, ребят, решил долгожданное видео выпустить, а именно про духов. Какие вообще, есть ли они на самом деле. Хотелось бы разобраться и посмотреть на что они из себя представляют. В общем-то, многие, конечно, скажут, что их нет там, мы их не видели никогда ни разу. И они, конечно же, будут заблуждаться, потому что они есть. Просто единственное, что мы не можем все видеть их. Некоторые, да, бывают сильные медиумы, которые могут увидеть этих разных сущностей, разных духов и тому подобное. Но обычный человек это увидеть не может, и поэтому, конечно же, он привык видеть глазами. Но вы же понимаете, кто верующий, особенно те, кто приходит, в общем-то, вы же приходите в церковь не для того, чтобы помолиться там доске или чему-нибудь такому подобному. Вы молитесь духу, который изображен на этой иконе. Вот и все. Также вы приходите на кладбище. Что вы приходите на кладбище? Поговорить с духом, конечно же, с духом вашим предком, всем остальным, потому что они же все-таки были с вами рядом, и загробная жизнь продолжает жить. Естественно, не каждый может в это поверить, опять же, протестовать. Надо доказательства, но доказательства невозможно предоставить, ребят, вам. Вот все вы хотите доказательства, допустим, каких-то определенных, что есть загробный мир, или что может быть доказательства, когда вы там окажетесь. А как я могу, допустим, вам показать свое видение того? Просто это надо на вере уже сделать. Да, но есть некоторые, конечно, доказательства, но опять же, вы скажете, это все ерунда и все такое, там через радиоволны услышать голос того или иного определенного духа, допустим, увидеть через какие-то вибрации или электронные, грубо говоря, то есть телевидение, есть возможность такое тоже сделать экспериментально. И многие вещи есть, заснимают на камеру. Ну ладно, я немножко отвлекся от темы. Мы начали разговор с того, что такое дух. Дух – это бестелесный, в общем-то, энергетический поток, который, в общем-то, несет за собой определенную информацию. Определенная информация, которая происходила либо если он был существом живым когда-либо в теле, то значит он несет информацию об этом человеке, который был, то есть информация о его теле и о его, в общем-то, тех или иных достижениях, либо каких-нибудь работ, все, что заложено в этот дух, было, когда он жил в теле. И он заложил в себя в это, он создал себя, грубо говоря, сам по частицам. Как и говорилось ранее, я, может быть, где-то писал в посту в Дзене. Возможно, кто, кстати, в Дзене не подписан, может посмотреть. Будем сейчас периодически больше делать статей. Так что подписывайтесь, посмотрите. Там много я чего писал интересного, возможно, что-то для вас подойдет. Да, вот, мы собираем себя по частям, то есть по жизни мы собираем, сами создаем себя таким, каким мы создаем свое окружение, мы создаем работу свою,
притягиваем к себе людей, но это уже окружение, да. Там свои занятия, интересные хобби, что-то еще такое подобное. Мы пытаемся видеть себя таким, какого мы хотели бы видеть, и постоянно меняемся, что-то делаем. Но не всегда, конечно, вы будете кому-то нравится, а кому-то не нравится. Это всегда будет такое дело, потому что по-другому не получается. Но не думайте то, что если вы кому-то там не понравились, допустим, не зацикливайтесь на этом. Не всегда каждому можете вы понравиться. Вот и все. Весь вопрос. Да. Дальше продолжаем про духов говорить. В общем-то, мы узнали, что дух — это энергетический поток знаний, который был создан при помощи тела, когда он жил в теле. То есть он много обучался, много чего-то, он постоянно обучается. И после жизни он все равно будет дальше обучаться до определенного момента. Да. Православие, если говорит об этом, то мы дальше, следующий путь наш происходит, то, что мы приходим, и через 9 дней мы уже доходим до определенного момента, мы еще можем находиться. Но 9 дней — это такой момент, когда мы осознаем, что мы уже не сможем быть в теле, допустим, и проходим путь очищения, грубо говоря, как это сказать, вот такой момент. А 40-дневный путь, это 40-дневный, мы уже просто смотрим, что происходит с нашими родственниками, все такое, ходим здесь, просматриваем, но не всегда, может быть и раньше происходит уход с этого момента, да, такой момент. И вот дальше уже идет следующий путь. Путь, конечно, тот, который определен именно Богом, который это все целое, Он везде, Он все. И либо ты соединяешься с Богом и не помнишь того состояния. Почему мы не помним своих там, если мы были когда-то кем-то другим, в каком-то другом теле, мы не помним этого момента, до определенного возраста мы можем вспомнить, кстати, ребят, до 5 лет мы можем, если спросят человека, он, возможно, вспомнит свои старые. Но, конечно же, ребенку никто не поверит. И вот в чем проблема. Вот. Такие эксперименты можно делать до 5 лет, а потом мы уже не помним того состояния. Но только если не делать определенные упражнения, которые будут нам, в общем-то, в помощь для того, чтобы вспомнить наши прошлые жизни. Но не всегда, ребят, я могу это сделать, конечно, но не всегда это полезно, потому что вдруг вы разочаруетесь в первый момент. Но есть второй момент, когда вы можете исправить свои ошибки прошлых жизней. Если вы верите, конечно, в прошлой жизни, опять же. Да. Вот такие моменты. Даже когда мы уже прошли православие, Иисус Христос знал, что Бог есть и есть духи. Он мог, в общем-то, как-то общаться со святыми и со всеми, в общем-то, разными душами. Но, к сожалению, никто вот это не воспринимает, и православие говорит, что так делать нельзя, там влезать. В некоторый момент, конечно, надо быть осторожным. Вот и все. Что ж, на этом зацикливаться не будем, будем продолжать рассказывать. Это мы рассказали про дух, который душа,
То есть наша душа, которая сейчас находится в нашем теле, это один из, в общем-то, один из энергетических потоков, который после становится, в общем-то, когда мы теряем тело. Вот. Следующий энергетический поток – это призрак. Как он происходит? Призрак – это то же самое, в принципе, душа, но единственное, что она не может уйти с нашего мира в загробный мир, не в обычный, ну, точнее, не загробный мир, то есть не в рай, не туда, куда не буду говорить, сами знаете куда. И у него что-то здесь осталось, невыполненный момент, и он, пока это не сделает, он не сможет покинуть. Есть еще второй вариант развития. Второй вариант развития – то, что призрак становится тот дух, который был, в общем-то, Бог не смог его определить в определенное место, так как он что-то здесь сделал такое, что невозможно было определить. Возможно, что-то в большей степени в плохую сторону, и он решил, пока он не сделает, не искупится, он не сможет покинуть как призрак, как дух, точнее, как дух, не сможет покинуть это место, то есть наше место, Земля, либо подобное, но неважно. Так, что дальше будем? Дальше хотел бы поговорить про разные, получается, есть еще фантомы. Фантомы – это энергия, которая остаточная. То есть она может быть, не призрачная, а то есть энергетический поток, который может считываться после того, когда что-то произошло, либо что-то было на определенном предмете, либо с человеком. И фантомная энергия остается какой-то след. Это, грубо говоря, след, наши следы, только энергетические. Вот фантомный призрак, можно сказать. И может быть даже субстанция становится как бы в таком моменте, когда просто человек, ты в другом месте, потому что остаточная твоя энергия осталась здесь. Бывает и такой фантомный момент. Да, вот сейчас происходит что-то непонятное. Тут все нормально, съемка пошла. Тут немножко пошло не так. Ну ладно, дело не в этом. Сейчас будем продолжать съемку. Так, что я говорю про фантомные энергии, которые остаточные? Да, бывают фантомные призраки. То есть когда-то произошедшая ситуация или что-то такое, грубо говоря, вероятность тоже в том или ином месте может пройти то, что было давно, допустим, в такой момент. Так, следующий феномен — это как бы духов, а именно полтергейст. Что это за энергия? Энергия полтергейста — это такая энергия, которая, в общем-то, сгусток большой энергии, которая не может себя контролировать и впоследствии приводит к разрушению определенного, в общем-то,
каких-то вещей, либо не давать возможности человеку что-то делать. В общем-то, такой момент. То есть не дает житья людям, постоянно какие-то скрипы, движения, потому что он это призрак, который может бесконтрольно делать, как бы сказать, не, он контролирует все дело. У него даже есть какое-то разумное соображение, и он собирается. Это что-то, такое получается. Даже, дух, как бы сказать, да, он не человек, и он никогда не был человеком. Просто собрание энергии разные. Он может пользоваться голосовыми связками других, грубо говоря, вытаскивать их из разных объектов. И либо просто пользоваться разными предметами. Может свою энергию толкать в разные русла. Вот такой рассказ про него. И очень опасный. Полтергейст, если он где-то есть, то это очень у него хорошо. Также духи демонические, можно проговорить, что их если нет, то как бы не совсем правильно. Они есть, просто не каждый, как всегда, может это увидеть, и каждый поверит. Все происходящее, да, он сейчас может сказать там, что можно с ума сходить, там все хера. Ну понятно, это всегда такое дело, но я имею право говорить. Я говорю то, что действительно было, действительно есть и видно, но не для каждого человека. Если у вас этого нет, значит у других, возможно, это было, происходило. И это можно убирать, это можно как бы разговаривать, пытаться что-то с ними общаться, не производить. Но не каждый может это сделать. Вот. Демонические субстанции, они могут проявляться в разных моментах. Но, скорее всего, в большей степени как-то связано с какими-то предметами в облике оболочки. Либо он может в нашем мире проявляться как в виде какого-то пепельного сооружения. Вы можете это запечатлеть. Конечно же, я ни разу не успевал это делать, потому что это, во-первых, не по себе, если увидеть этот момент. Во-вторых, на тот момент у меня не было камеры никаких. Если бы было бы, возможно, я же заснял. Но не факт, потому что мне как бы страшновато было. Я еще не был в таком серьезном возрасте, чтобы не бояться таких вещей. Ну и сейчас, в принципе, тоже, если увидеть, это тоже как бы не по себе. Субстанция в виде пепла, в виде дыма, в виде листьев, в виде опилков и много другого. Но просто не все, не каждый может увидеть, и не все увидел я, допустим. Вот такие моменты. Да, ребята, вот такой, в общем-то, небольшой рассказик получился про духов. Надеюсь, я никого не разочаровал. И надеюсь, я рассказал более интересные вещи, чем там написано в интернете. Возможно, да. И надеюсь, вам понравился этот ролик. Я никого не обидел этим роликом. И все.
Замечательно. Спасибо, что досмотрели видео до этого момента. Я рад, что вы со мной. Все прибавляется у нас аудитория. И будем помогать. Ну, помогать мне это рассказать, конечно, вам, впрочем, не поможет. Ну, может, в чем-то и поможет. Но я буду помогать в другом смысле. Вы, если кто впервые на моем канале, посмотрите видео о помощи и много там вещей получается. Я надеюсь, подписочка будет, потому что у меня вот сейчас много видео и плейлисты целые есть, которые вы можете также пересмотреть, и у вас что-то зацепит обязательно. А кому понравилось это видео, обязательно комментируйте, ставьте лайки, если очень понравилось, действительно. И также я приглашаю на следующее просмотр моего видео. Надеюсь, в следующий раз что-то будет еще интереснее. А с вами был Крутов Сергей и канал Энергия Человека. Всем пока.